Офицер полиции Марк Мартин всегда считал свою работу призванием. Каждый день он выходил на улицы, чтобы защищать и служить, но никогда не думал, что однажды его жизнь изменится благодаря маленькой девочке. Однажды вечером, когда он патрулировал парковку торгового центра, его внимание привлекла крошечная фигурка, сидящая на асфальте. Это была девочка, не старше 6 лет, с большими грустными глазами и заплаканным лицом. «Привет», — сказал он, присаживаясь рядом. «Что ты здесь делаешь одна?» «Моя мама больше не хочет меня видеть», — тихо ответила она, не поднимая взгляда. Сердце Марка сжалось. Он знал, что должен помочь ей. Он не мог оставить ее одну, и, приняв решение, сказал: «Ты можешь пойти со мной. Мы найдем твою маму». Лиза кивнула, и они направились в торговый центр. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девочка начала играть в одну из аркадных игр. Марк наблюдал за ней, как она сосредоточенно нажимала кнопки, и чувствовал, как ее страх постепенно уходит. Он был поражен ее храбростью, несмотря на то, что она пережила, она все еще искала радость в простых вещах. После игры они направились в полицейский участок, где Лиза познакомилась с офицером Кэти, дружелюбным сотрудником, который сразу же принял ее под свое крыло. Кэти предложила Лизе поиграть с игрушками, чтобы она могла немного расслабиться, пока Марк занимался поисками ее родителей. Мартин, в то время как Кэти развлекала Лизу, начал изучать машину, которая могла быть связана с исчезновением девочки. Однако после проверки он обнаружил, что автомобиль не числится в базах данных, что только усилило загадочность ситуации. Он не мог понять, откуда могла взяться эта машина и почему она не зарегистрирована. В кафе неподалеку владелец рассказал Марку, что видел Лизу, играющую на парковке ночью. Это было странно и тревожно, но еще больше настораживало то, что никто не пришел за ней. Лиза, в свою очередь, упомянула о доме с голубыми дверями, что дало Марку надежду найти ее семью. Он понимал, что если удастся найти этот дом, возможно, он сможет раскрыть тайну, окружающую ее исчезновение. С Кэти они начали собирать информацию о прошлом Лизы. Марк и Кэти опрашивали соседей, собирая любые сведения о том, что произошло с девочкой и ее семьей. Вскоре Марк наткнулся на заброшенный дом с голубыми дверями, который соответствовал описанию девочки. Он направился туда, полон решимости выяснить правду. Когда он вошел в дом, его охватило чувство потери. Внутри было пусто и заброшено, как будто время остановилось. В одной из комнат Марк нашел коробку с старыми фотографиями. На них была изображена счастливая семья. Лиза, ее родители, запечатленные в моменты радости. Но с каждой фотографией нарастало ощущение утраты. Он заметил, что на некоторых снимках Лиза была еще совсем маленькой, и ее родители смотрели на нее с любовью и гордостью. Далее он продолжал искать и вскоре наткнулся на старые счета и личные вещи, которые раскрывали трудности, с которыми сталкивалась семья. Соседи, с которыми он поговорил, рассказали о финансовых проблемах и изоляции. Они упомянули, что семья часто не появлялась на глазах у людей и что слухи о возможном переезде только усиливали загадочность ситуации. Однако самым трогательным моментом стало обнаружение потайной комнаты. В ней Марк нашел письма от матери Лизы. Они свидетельствовали о ее тревоге за безопасность дочери, о растущем беспокойстве и попытках защитить ее. Письма были полны любви, но также и страха. В одном из них мать писала о том, как ей трудно справляться с финансовыми трудностями, и как она боится, что не сможет обеспечить своей дочери безопасное будущее. Марк узнал, что мать Лизы обращалась за помощью в приют для неизлечимо больных людей, но, к сожалению, ее болезнь оказалась слишком тяжелой, и она умерла. Он почувствовал, как его сердце разрывается от горечи. Эта девочка, которую он встретил на парковке, потеряла все. Несколько дней спустя он встретился с бабушкой и дедушкой Лизы, которые искали ее после исчезновения матери. Их встреча была полна эмоций. Бабушка с дедушкой были рады узнать, что их внучка жива,
и Марк чувствовал, как семейные узы Лизы укрепляются. Встреча была трогательной. Бабушка обняла Лизу, а дедушка сдерживал слезы радости. Они рассказали Марку о том, как сильно они переживали за Лизу и как искали ее после того, как потеряли связь с ее матерью. Лиза стала жить с бабушкой и дедушкой. Лиза, наконец, обрела семью. С этого момента жизнь Лизы наполнилась светом и радостью, и Марк знал, что он сделал доброе и благое дело. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.